Если у вас не работает YouTube, в описании к этому видео инструкция, как обойти все возможные блокировки. Сегодня в выпуске: убийство российского туриста в Грузии, обстрел Курской области российскими авиабомбами, ну и 1000 россиян без отопления. Это новости «Воздух», Дмитрий Еловский. Мы начинаем. С вас лайк, подписка и комментарий. Поехали. В Грузии задержали двоих подозреваемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Нападение произошло несколько дней назад на трассе Зугдиди-Местия, которая ведет на горнолыжный курорт. Спутница погибшего была с ним в автомобиле в момент нападения. Она записала это видео. Даже это пиздец просто. Там какие-то два мужика. Они, встали посередине дороги. Что-то доебались, спросили сначала насос. Теперь что-то доебались. По словам девушки, неизвестные подходили к ним 2 раза. В первый раз спросили, нужна ли помощь, когда те фотографировали горную дорогу. Во второй попросили насос. Мужчины потребовали отдать им мобильные телефоны, приставали к девушке, затем выбросили ее из машины, забрав с собой спутника. Позже автомобиль россиян обнаружила полиция. 37-летнего Виктора Соловьева искали несколько дней, но его тело удалось обнаружить неподалеку от места преступления. Злоумышленники сбросили его в реку. Россиянин погиб от огнестрельного оружия. Задержаны 2 местных жителя, им 32 и 38 лет. Им предъявили обвинение в разбое, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия. Им грозит до 16 лет лишения свободы, возможно, даже пожизненное заключение. В Карелии ввели режим ЧС, там взорвался газ в жилом доме. Взрыв произошел в одной из квартир 5-этажки, пострадали 4 человека, 2 достали из-под завалов, все находятся сейчас в больнице. Жильцов эвакуировали и временно разместили в здании школы. Во многих квартирах взрывной волной выбило стекла. Несущие конструкции дома не повреждены. По факту происшествия завели уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Дом обследуют сотрудники следкома, проверка займет несколько дней, и все это время здание будет охранять полиция. Волонтеры, которые убирают мазут и спасают птиц после разлива топлива на юге России и в Крыму, сообщили о конфликте с Краснодарским сафари-парком. Вечером 6 января туда забрали очищенных от мазута птиц, не разрешив при этом добровольцам пройти внутрь и не предоставив им каких-либо документов. Печать поставьте, у вас ИП, или что это? Стойте. В оперштабе уточните. Мы же входим в оперштаб, вы уточните. Так мы тоже входим в оперштаб, девушка. Уточним и поговорим. Замечательно, хорошо, давайте сюда. Угу. Вот такую бумажонку, без печати, без подписи, не на официальном бланке нам выдали. Женщина нас просто прямо послала, сказала за всеми комментариями, да, обращаться в оперштаб. Волонтеры собрались у сафари-парка, требуя дать им проверить условия содержания птиц и не допускать преждевременного выпуска их в дикую природу. Сотрудники отказали в проверке, но и после того, как видео, снятое там, разошлось по интернету, руководство парка заверило, что птиц не выпустят на волю и все-таки оставят на реабилитацию. При этом 2 днями ранее администрация парка уверяла, что птиц уже выпускают. Волонтеры несколько дней, работающие на разливе мазута, выступают против этого. После очистки от топлива птиц нужно оставить на реабилитации, иначе в дикой природе они просто погибнут. 4 января по приказу властей из другого парка выпустили 160 чомок, погибли из них 40. После этого было решено, что все подобные действия будут согласовываться с волонтерами. Напомню, разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря после крушения 2 танкеров. Загрязнение устраняют в основном волонтеры на побережье Краснодарского края и Крыма. Экологи говорят о массовой гибели птиц и смерти более 30 дельфинов. Крупная коммунальная авария в региональном центре. 1000 жителей Читы остались без отопления в морозы. В городе сломалась котельная, которая принадлежит бывшему мэру, члену «Единой России». За последние 2 месяца это не первая поломка. При этом в Чите сегодня до минус 20. Издание «Росньюз» отмечает, что из-за аварии на этой котельной город не может получить паспорт готовности к зиме, который уже, как мы видим, идет. Владеет объектом бывший мэр, единорос Владимир Забелин. Ну и еще одна авария произошла в Курске. Там прорвало тепломагистраль на улице 50-летия октября. До ночи не будет отопления и горячей воды на 12 улицах. Это десятки жилых домов. Также нет тепла и в Южно-Сахалинске. В зону отключения из-за прорыва теплосети попали 50 многоквартирных домов. Ну и, наконец, только сегодня устранили поломку на котельной в Алданском районе Якутии. В минус 27 без тепла оставались 2 дома, в которых живут более 250 человек.
Украинская армия продолжает свою наступательную операцию в Курской области, однако, похоже, путинским войскам удалось, по крайней мере, на время остановить продвижение ВСУ. Сейчас, как сообщает Институт изучения войны, украинцы имеют тактические успехи в 3 районах Курской области, в южной части Бердина, центральной части Русского Поречного и центральной части Новосотинского на северо-востоке от Суджи. Как пишут аналитики, украинцы объединяют нанесение высокоточных ударов большой дальности и работу системы РЭП для поддержки наземных операций. Российская армия тем временем использует авиаудары, в том числе вокруг города Суджа, город в Курской области, который, напомню, уже несколько месяцев находится под контролем ВСУ. Ну и, как всегда в таких случаях, конечно, интересная реакция военкоров, например, Сладкова, который написал, что провал путинских войск в Курске – это тактический замысел. Цитата. «Противник строевым шагом самостоятельно заходит в военную и политическую западню». Конец цитаты. Федеральные СМИ и чиновники по-прежнему игнорируют события в регионе. На это обратили внимание наши коллеги из телеграм-канала «Можем объяснить». Например, губернатор Хинштейн заявил, что не будет комментировать ситуацию на фронте. Он говорит, что это неправильно и даже недопустимо, когда гражданские власти комментируют действия вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Но мирный план Трампа, похоже, столкнулся с трудностями. Спецпредставитель избранного президента Америки по Украине и России Кит Келлог перенес свою поездку в Киев и ряд европейских стран, которая была запланирована на начало этого месяца. Об этом говорит Рейтер, ссылаясь на 4 осведомленных источника. Теперь поездка состоится только после инаугурации Трампа, 20 января, напомню, она будет. Однако точная дата поездки еще неизвестна. Этот визит новых представителей администрации Трампа в Киев должен стать первым после прошедших в Штатах выборов президента в ноябре прошлого года. Про президента России Путин встретил Рождество вместе с военными, волонтерами и их семьями. Он посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. А после этого он отправился в храм Христа Спасителя, где обратился к патриарху со странной просьбой. С праздником, прежде с праздником. И вас также сердечно. Да, ваше Сиятельство. Хочу вас попросить осветить эти вот нательные крестики и иконки, Да. которые планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Пресс-секретарь Путина Песков добавил, что Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек креста были выгравированы его инициалы. Вписаться в праздничную движуху попробовал и ведущий блогер Настя Ивлеева, но, судя по всему, вошла не в тот праздник. Вот поздравила по-пасхальному верующих. Но напомню, что Ивлеева после организации так называемой голой вечеринки активно пытается поменять имидж и стать более православной и удобной для власти. Но потом, правда, Ивлеева поправилась и написала с Рождеством. Я, в свою очередь, поздравляю всех православных верующих с праздником Рождества Христова. Дания изменила свой герб после заявления Трампа о намерении купить Гренландию. Но давайте посмотрим на картинку, как в детской игре. Найдите отличия. Давайте помогу. 3 короны, которые символизируют 500-летнюю историю союза Дании с Норвегией и Швецией, были удалены. А вместо этого на гербе увеличены и выделены символы автономных территорий. Белый медведь, вот если видите сбоку, и баран. Белый медведь — это Гренландия, а баран — это Фареры. Герб изменили, чтобы укрепить значимость этих территорий в составе датского содружества. Решение привело правящая династия Глюксбургов. Напомню, что в декабре Трамп заявил о необходимости покупки самого крупного в мире острова Гренландии. И вот какой ответ последовал от Дании. Мощное землетрясение в Тибете. К данному моменту официальное число погибших выросло до 95 человек, еще минимум 130 пострадали. Эпицентр залегал на глубине 90 километров, магнитуду оценили в 7,1. После первого удара произошел еще десяток авторшоковых землетрясений. В пострадавшем районе живут около 800 тысяч человек. Сейчас там идут спасательные работы. Ну и погодная аномалия в Саудовской Аравии. Давайте посмотрим видео.
Вслед за необычными морозами на северо-западе королевства крупнейшие города страны, в том числе Медину и Джиду, уже вторые сутки заливают дожди. Количество осадков сразу в 3 провинциях за неполную первую неделю января уже превысило средние месячные значения. Из ряда районов сообщают о настоящих наводнениях. Красный уровень опасности объявили и в Мекке, духовном центре мусульман. Друзья, это все новости к этому часу. В студии для вас работал Дмитрий Еловский. Досмотрели до этого момента. Мы вам благодарны. Пожалуйста, поставьте лайк. Проверьте, подписаны ли вы на нас. Ну и напишите комментарии, обсудим новости в комментах. Всем пока, скоро увидимся.